Всем привет, народ! Сегодня у меня на обзоре очередной инструмент от бренда Яфидра. Здесь в кейсе находится отбойный молоток. Значит, судьба заставила обзавестись вот таким вот как говорится, инструментом. Приехал в таком вот стандартном кейсике. Все вы эти кейсы знаете, то есть пластиковые защелки. И когда мы вскрываем данный кейс, то опять же здесь вот, видите, все это, конечно, гнется на пластике. Но опять же, для хранения данного инструмента, хотя я в кейсах не люблю хранить, но этот инструмент не нужен нам каждый день, наверное, нужен раз в год кому-то, ну, кто занимается стройкой, возможно, и каждый день, поэтому я уже буду хранить его, наверное, конечно же, в кейсе. Вот, ну, вот такая вот, друзья, комплектация. Ну, и как мы видим, у нас встретила инструкция, модель нашего отбойного молотка, автомат Калашникова 0835. А видимо здесь упрощенная надпись АК-35, да. Юзер мануал, значит, на русском языке у нас мы сразу видим ничего нету. Это, конечно, печально, но при необходимости что-то где-то здесь прочесть, всегда можем воспользоваться Google переводчиком. Ну, опять же, друзья, полная комплектация у вас перед глазами. Давайте смотреть. Вот в комплекте есть два долота. Одно вот такое вот, квадратное. Пика. И давайте, наверное, вы сразу, наверное, спросите размеры посадочные вот этих вот долот, да. Итак, диаметр у нас 13 миллиметров, считай, 12,96, ну, вот, допуск. Потом шестигранник здесь 16,51. Диаметр здесь, это уже диаметр по ходу рабочий, 15,03. Вот, и я так понимаю, что вот это вот именно его рабочий ход. Примерно 20-21 миллиметр. Вот такие вот долота. Так, и вторая у нас идет лопатка. По лопатке давайте тоже такое измерение сделаю. Ширину лопатки вам, так сказать, покажу. 25 грубо миллиметров. А так все, в принципе, то же самое. Ну и вот такая вот, друзья, комплектация. Значит, смотрим. Два аккумулятора. Аккумуляторы по... И нифига не вижу. Аккумуляторы заявлены 6 ампер-часов. Но, в принципе, и по корпусу видно, что это трехрядка. Ну, друзья, опять же, про аккумуляторы меня не спрашивайте. Понятное дело, что в комплект вам не положат супер-пупер аккумулятор. Тем более, где-то эти аккумуляторы, именно, ну, не эти, наверное, поменьше, да, я ячейки тестировал. Поэтому на аккумуляторах не будем останавливаться и зацикливаться. Я думаю, у каждого есть хорошие аккумуляторы. Вот. Тем более, кто приобретает такую штуковину аккумуляторную, то, я думаю, по-любому должны быть у того аккумуляторы. Аккумуляторы приехали, как видите, по шкале на 100% заряжены. Но опять, как я всегда говорю, они заряжены не на 100%. Купили, получили инструмент, поставили на зарядку, до конца дозарядили и только потом идем работать. Значит, может заряжаться как зарядкой салазкового типа, так и вот такой вот комплектной зарядочкой штырькового типа. Значит, аккумулятор раз, аккумулятор точно такой же два. Давайте я вам и здесь покажу модель аккумулятора, кому интересно. Вот. Ну, в принципе, корпуса-то как бы по качеству довольно-таки и неплохие. Но они положили вот такую вот легенькую зарядку для таких аккумуляторов. То есть этой зарядкой мы эти аккумуляторы будем заряжать, наверное, сутками, да. Вот, давайте смотреть. Ну да, 1,5 часа всего лишь. 1,5 ампер-часа. То есть, ну, конечно, такой зарядкой заряжать, если вы никуда не спешите абсолютно, то да, ставим там где-то на ночь и все это дело подзаряжаем. А так, лучше, конечно, зарядочку другую. Я думаю, у каждого, у кого есть аккумуляторный инструмент, на площадке Makita есть более-менее нормальные в хозяйстве зарядки. Ну, а это не знаю, это так, до комплекту, как говорится. Имеется ключик. Кто-то скажет, а при чем здесь болгарка? Сейчас, друзья, покажу. И сам, собственно говоря, наш отбойный молоток. Ну и как мы видим, само основание с движком взято от перфоратора, да. У меня такой перфоратор был на обзоре уже, по-моему, от Heimerdinger. Вот, и сделана какая-то здесь у нас добавка. Давайте избавимся от кейса. Вот так выглядит общий вид данного отбойника. Имеется рукоятка.
которая может вращаться, вот видите, на 360 градусов, и мы с вами можем как-то ее удобно здесь зафиксировать и, соответственно, работать. Давайте сразу посмотрим по сборке. По сборке вообще претензий никаких, друзья, нету. Здесь так глазом и трудно и шов прослеживается. Не говоря уже о том, что облоя нету. Не знаю, мне такой экземпляр попался, не мне, но сборка, да, стойнейшая. Здесь тоже шовчик виден на рукоятке. Вот. Но опять же, хват хороший, ничему нигде никак не мешает. Все отлично как бы выглядит. Опять же напоминаю, площадка у нас контактная для аккумуляторов типа Makita, так как делаю обзор, рассказываю, что аккумулятор под Makita, но люди у нас любят на перемотках все это смотреть и потом задают вопрос, аккумуляторы какого типа, подойдут ли от Makita, не подойдут ли от Makita. Поэтому, друзья, еще раз, аккумуляторы от Makita, типа размер, да, спокойно подойдут. Площадка, о, смотрите, уже у площадки здесь есть довольно неплохой люфт. Здесь что-то типа как-то подпружинено, но я думаю, что это все дело у нас не пружина, а на проводах все это ерзает, да. Значит, движок, конечно же, здесь бесщеточный. Имеется амортизатор, ну, в принципе, так же, как и, собственно говоря, в перфораторе. Пружину я сжать руками, друзья, не могу. Ну, а здесь вот все собрано на таком вот шарнире. То есть, чтобы все это вот так у нас играло. Так, теперь, для чего у нас вот этот вот ключ? Вот у нас такая вот здоровенная есть пробка. Эта пробка нужна для того, чтобы мы с вами контролировали наличие смазочного материала. Посмотрим, сколько у нас в наличии с завода смазки. Откручиваем. Такая здоровая пробка. Ух ты! Смотри, полна коробочка под самую завязку. Даже вот в этой щели немножко попало смазки. Класс, класс. Все, это мы закручиваем. Это нам больше не интересно. Ну и, наверное, не знаю, друзья, что мы с вами будем делать. Значит, сейчас я вам расскажу по характеристикам, так как у нас на самом приборе, то есть на нашем вот этом вот отбойнике, никаких данных, по-моему, нету. Так, здесь зажали просто этикетка Ефидра, здесь просто Ефидра. Все. Данных 0. Значит, смотрите, что написано в описании. Скорость вращения свободного хода 3500 оборотов. Частота ударов 9000 в минуту. Проверить это все как бы я, друзья, не смогу, так как здесь патрон, сами понимаете, вращаться не должен. Здесь у нас только поступательные такие движения. Вот. И вся эта бандурина написано, что ест 6 киловатт. Не знаю, так, не так. Вот какие ей дать нагрузки, чтобы все это замерить. Я думаю, 6 киловатт она кушать не будет. Очень тяжелая штуковина, поэтому давайте попробуем как-то мы ее измерить. Так, нолик у нас есть. И ставим, пробуем. Где-то что-то вот таким макаром. Итак, ничего не цепляется. Итого мы имеем 4 килограмма 576 грамм. Чистого веса без долота. Давайте подбросим долото, посмотрим, сколько вес у нас с долотом. О, почти 5 кило, 4950 ровненько. Ну и поскольку с аккумулятором я уже не промеряю все это дело, поэтому мы с вами аккумуляторы замеряем отдельно, взвесим вернее. Итого 859 грамм один аккумулятор и 859 второй аккумулятор, то есть два брата-близнеца. С измерениями мы с вами закончили. Давайте, наверное, немножечко его включим, да послушаем, что да как тут будет работать. Пока что без долота. Так, переключателей у нас здесь больше никаких нет. Значит, имеются ребра, вот эти вот окна охлаждения. Как сверху, так по ходу и снизу. Здесь я наблюдаю индикатор зарядки аккумулятора. Давайте проверим. Да, нажали. Индикатор загорелся, у нас полный заряд. Дальше что? Ух ты! Значит, скорость ударов вот руками я ощущаю, очень большая частота. Может быть, там где-то и будет около 9000.
Ну, такая нифиговая штуковина. Патрончик. Патрон, друзья, разбирать я, наверное, не буду. Боюсь я эти шарики растерять. Давайте попробуем все это дело мы впихнуть туда. Опа! И смотрим. Да, вот я был прав. Вот этот вот свободный ход и есть. То есть рабочая зона именно вот это вот. Сюда ложатся шары в патроне, фиксирующие. И вот здесь он как бы ходит. Кстати, я забыл, сколько здесь ход. По-моему, 20 миллиметров, да? От проточечки до проточечки ровно. Ну да, 20 миллиметров. Значит, мы выяснили с вами ход 20 миллиметров. Ну, может быть, 21. На этом... давайте посмотрим, как работает. Без нагрузки, конечно, оно просто, вот видите, лежит и немножко там по нему что-то долбит. Поэтому предложение такое. Давайте разбираем потихоньку и смотрим, что да как там устроено. Але нови ностра алис, что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Короче, решил я все делать по порядку и снимать по порядку. Снял я вот этот вот патрон сам, да. Вот, а просто, друзья, патрон, видите, и все для удержания, собственно говоря, долота. Вот этот патрон прикручен 4 винтами М8 с шестигранником 6 мм. То есть все такое довольно нехилое. Вот так это все дело выглядит. Вот. Ну, патрончик легко разбирается. Снимаем скобу, и там этих вот 6 шаров внутри, надеюсь, вы видите. Все дело рассыплется, и будем с вами собирать. Но не будем с вами собирать, так как это разбирать я не собираюсь. Тут все очень просто и досконально и понятно. Все, следующим шагом надо разобрать как-то мне вот эти вот штуковины. И здесь, наверное, надо применять будет уже угловые шестигранники, так как мои биты не сильно длинные, собственно говоря. И видите, с-под угла я никак не откручу. Все, пошел за шестигранниками. Итак, заканчиваю крутить винтик. Собрана вот эта штука на винтах М6. И при помощи фиксатора резьбы. Вот видите, на всех винтах есть фиксатор резьбы. Значит, М6, шестигранник, пятерочка. Пробуем открыть, снять. Опля, резинка у нас выпала. Поэтому смотрите аккуратно. Давайте резиночку сразу на базу. Здесь у нас что? Поршень получается, да? Да, бегает поршень, как в автомобиле на ДВС. Вместо колец резинка. Вот, и этим поршнем долбит у нас, ну не поршнем самим, я так понимаю, воздухом. Долбит уже по вот этой части. Честно скажу, разбирать все это дело мне очень, друзья, не хочется. Как его вытянуть, я тоже не знаю. Прибегнем к туалетной бумаге. Короче, не знаю, как его и вытянуть. Вот честно вам скажу. Так, если мы используем что-нибудь, чтобы вытолкнуть, тоже не выталкивается. Здесь стопорных колец тоже никаких, друзья, нету. Как эта фигня вся? Наверное, впрессован этот стакан. И там заброшено... О, смотри, что. Вылетел поршенек. Опа. Вот, бегает этот вот поршень. Кстати, довольно массивный. Кому интересно, опять же, размерчики. А что тут за размерчики? Диаметр, да и все. Ну, 35 миллиметров на минусе получается. Длина его 37-17. Вот такая бегает штуковина. Напоминает очень наш поршенек, да. Одного диаметра, одного все. И долбит у нас, собственно говоря, по вот той вот части. А та часть сюда не выдвигается, туда не выдвигается. Вот это все-таки колба должна... Так, сюда поставим. Вот эта колба должна, походу, вытягиваться. Но, друзья, не хочу ломать, так как просто не знаю устройства. И
Ничего вам по этому поводу не скажу. Если кто-то знает, как вот это вот снимается, не то оно впрессовано, очень что-то тут плотнячок я вижу. Не то оно что. Ну, короче, вот такая вот деталюха. Она не разборная, она монолитная. Конечно, при желании, если сильно надо, то я это все дело для себя разберу. Но, ну а так пока никак. Так, один раз если долбануть... А что, так можно было, что ли? Ага. Ого, все. Логика на грани фантастики. Вот и вся конструкция. Как я и говорил, вот этот вот цилиндр у нас по ходу впрессован. Вот. И вот этот вот сам молот ударный, да, который бьет. Так, где у нас хвостовик? Вот. Все время он долбит в этот вот хвостовик. Ну, я не знаю, с какого металла это все сделано. Здесь резиновое кольцо и металлическая шайба. Так, кому интересны размеры, вдруг кому-то что-то надо. Здесь у нас 26,9, ну, грубо 27 на минусе миллиметров. Так, здесь у нас чего? 50,5 миллиметров длина. И, ну, опять же, здесь под хвостовик 13. 13,5, то есть с запасом. Вот как это все как бы устроено. Вместе с вами и разобрались. Ну и здесь, видите, демпферная шайба резиновая. Демпферное кольцо. В этом вот районе установлены тоже по ходу, да, раз колечко резиновое, раз и все, раз колечко. Но канавки там, друзья, две. Как вам показать, не знаю. Вот здесь кольцо и ниже канавка без кольца. Должно быть так, не должно, не знаю. Показываю все как есть. Все, впихиваем на базу, забрасываем на базу все это дело. Хоп, это у нас готово. Ну и приступаем к разборке самого привода, я бы так сказал. Значит, народ, все разобрал, раскрутил. Здесь у нас установлена вот эта вот крышечка, да. И под крышкой находится у нас контроллер. Пожалуйста. Вот снять его проблематично. Ну, вижу конденсатор на 1000 микрофарад. И пайка проводов довольно-таки симпатичная и приличная. Так, дальше что? Дальше я все раскрутил. И будем пытаться с вами все это разобрать. Помню, что разбирал я, соответственно, перфоратор. Так, я, наверное, как всегда, забыл открутить один винт. Ну, конечно. Как всегда и как обычно. Отлично. Так. Оп. Пластик. Толстый, хороший, отличный. Тут уже по пластику разговоров быть как бы и не может. Площадка у нас здесь. Пайка, как вы видите, замечательная. Здесь тоже неплохая, но какая-то мутноватая. Вот. Так, дальше что у нас? Там у нас установлена плата индикации заряда аккумулятора. Ну и вот такая вот кнопка включения. Это понятно. Здесь пластина с пружиной установлена. Поэтому аккуратно снимаем. И здесь вот с этого вот шарнирчика тоже все это дело снимаем. Так, плата индикации. А вот плата индикации у нас, друзья, не то приклеена, не то что, не знаю. Не хочет она доставаться. Есть у меня такое подозрение, что раз у нас здесь стоит поршень, да, и он, конечно же, установлен на коленвалу, то здесь, с этой стороны, будет гайка. И, друзья, и вы уж извините, но если я не смогу отделить все это дело, то я туда и не полезу. Ох ты, чуть все не оторвал, смотри как. Это что это? А кто это сделал? Это что? Да. Движок. Видите, ротор все-таки остался там на базе. Вот так у нас все это работает.
коленвал, поршень. Все, короче, как в автомобиле. Не думаю, что там будет редуктор плохой, так как на пластиковых шестеренках, сами понимаете, все это дело будет не ахти. Вот, движок 6 обмоток. Провод уже, к сожалению, я не замерю, скорее всего. Вот, а может быть и замерю где-нибудь. Как-то так все это у нас выглядит. Да, до провода, друзья, я не доберусь. Не хочется мне, честно говоря, откручивать, вытягивать провода. Думаю, как всегда и как везде. Движок на глаз у нас длиной. Так, где мой штангель? Такой бардак на столе после этих разборок. Примерно 25 миллиметров длиной будет. Да, 25 миллиметров. По латунным частям у нас 31,78. Что у нас здесь? Видите, подшипник. Все как у людей. Значит, 19 миллиметров. Вот, ну и больше тут как бы померить особо-то и нечего. Вот, не хочется разбирать мне все это дело, влазить в смазку, вычищать, потом все это запихивать, засовывать. Я думаю, друзья, вам и так понятно, что и как здесь находится, что и как здесь работает. Опять же, вы уж извините. Просто не имею времени на такие скрупулезные разборки. Вот, ну, проводок, конечно, хотелось бы померить, но здесь его, как на то зло, просто невозможно увидеть. С этой стороны тоже я никуда не долезу. Вот как бы так все у нас, друзья, устроено. Интересное расположение контроллера, как вы сами видите. Вот поэтому здесь находится пружина. Я уже тоже откручивать не буду и не вижу в этом никакого смысла. Вот эта вот пластина пружинит. Очень дубовая такая пружинка. Вот, собираю все на место. Блин, влез я в эту смазку. Собираю все на место. Пальчик у нас тут ничем не крепится. И здесь ничем не крепится. Походу в натяге все это находится. Палец шатуна вот этого. Ну и вот так все это у нас как бы происходит. Вот сделано, в принципе-то, все как бы качественно и добротно. Все, видите, вот я вижу посадки под подшипник, редуктор. И здесь, по ходу, коленвал находится у нас. Вот, да, по центру пробочки нашей смазки. Так что, в дальнейшей разборке, вы уж извините, но собираю и пойдем подолбим. Посмотрим, как эта агрегатина работает. Так, тестировать будем опять немножко, друзья, в темноте в гараже. Наш этот чудо-агрегат тестировать будем на вот этой вот тумбе. Значит, здесь когда-то была у меня в гараже стойка, которая держала крышу, потом ее срезали, ну и двутавра сюда присобачили под тельфер. И вот так вот примерно за лет 20, особенно вот этой зимой, видите как, его выдавило и аж оторвало вот такие вот куски пола. Поэтому я хочу избавиться от этой вот штуковины. А когда-то она была вот как эта штуковина, то есть за подлицо с полом. Поэтому давайте будем пробовать. Так, народ, пока свежий аккумулятор, подключил я все к своему ваттметру, это все дело, да. Ну, где-то в этом районе я просто буду долбить и показывать вам токи. Наверное, все-таки я закрою пока перфорат, сам отбойный молоток. Так, чтобы мне провода хватало, вот надо где-то здесь долбить. Закрою пока я отбойник, потому что не фокусируется. Ну и посмотрите на токи. Поехали. Долбит не по-детски. Смотрите, как стоит. То есть загнал я его в бетон, и он стоит. Лезет, мама, не горюй. Опять же, извините за, конечно, все это дело. Сейчас камеру поставлю ровнее. Ну и попробуем, посмотрим, как он будет там что-то отбивать. Так, с этого ракурса, наверное, немножко будет посветлее. Поэтому снимаем ваттметр. Одеваем аккумулятор на базу. Ну и пробуем. Давайте, не знаю, где он. Так, здесь угол будет виден.
наверное, не будет. Во, как-то так. Пробуем вот сюда прямо в угол загнать. Бабах. Ты смотри, вроде долбит не особо сильно, да? Но идет как в масло. Во, расковыряли. Отлично. Отлично. Так, меняем биту, пробуем вот эту пику, что она нам скажет. Так. Не знаю, друзья, видно ли вам там что-то. Ну, вы уж извините. Так, давайте вот на таком расстоянии. Пожалуйста. Классные кусочки откалываются. Супер. Если честно, мне даже нравится. Отлично долбит. Ну что, давайте еще здесь и, наверное, на этом будем заканчивать. Вот, рассыпает отлично. И бетон здесь не такой, конечно, как у меня на полу. Здесь бетон сделали покрепче. Итак, народ, подведем какие-то итоги. Какие тут итоги? Итоги, в принципе, нам видны с вами как бы на глаз, да? Конечно, бетон тут не супер-пупер какой крепости. Все это самомес, но он тут мешался с такой хорошей пропорцией цемента. Не так, конечно, как у меня бетон здесь вот во всем гараже на полу, который за 20 с лишним лет уже высыпается. Вот, эта штуковина никак не высыпается. Видите, она даже ломаться особо не хочет. Но вот этот вот молот, отбойник, в принципе, как бы отлично с этим справляется. Друзья, не знаю, сколько этот инструмент проработает, но пока говорится, новый. Как я всегда говорю, и пила новая пилит, отбойник новый отбивает. Вот пока работает на ура. Я даже, честно скажу, доволен. Поэтому машинка на сей момент отлично себя показала. Вот. Кому интересно, опять ссылка будет в описании к видео. Внизу переходите, смотрите. Не знаю, кому надо, покупайте, кому не надо, проходите мимо. Это же вещь такая, что каждый решает сам, что ему купить и как ему купить. Но долбит он, в принципе, отлично, друзья. Наверное, на этом все. Всем огромного здоровья, удачи, ну и до новых видео. Пока!